Кто эти люди? Шабезгои. И вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает синагогу. Что? Это все происходило. Почему кинематограф? Потому что самое массовое из искусств – это кинематограф. И, как говорил Владимир Ильич Ленин, помните, да, чтобы революция имела успех, надо захватить почту, телеграф, телефон. Для этого нужно было захватить кинематограф. И поэтому бунт интеллигенции в 1986 году в мае месяце начался именно с захвата кинематографа советского. Потому что воздействие на массы, оно настолько мощное, именно кино. Люди практически переносят модели напрямую, а, соответственно, вот эта история о том, как эти модели стали вкладывать туда... Началось с чего? Началось с того, что как и в политике, так и в культуре советской сразу сформировались и стали доминировать два клана. Это славянский, русский, ну, более широком плане, славянский я его называю, и еврейский. А о каких годах идет речь? С 17-го года, с октября 17-го года. С октября 17-го года началась вот складывать культура. Почему? Потому что отменена была черта оседлости, да, известно, да, и огромное количество евреев стали переселяться в крупные города, в данном случае в Москву. Вот эти цифры известны. Если, например, в 2020 году всего было 26 тысяч евреев в Москве, вот, то уже к 30 году 242 тысячи. И больше, и достаточно большое количество людей работали в культурной сфере. В данном случае в кинематографе. Сильная сторона – это вот объединение двух этих мощных народов. А с другой стороны слабость, да, это то, что два эти народа ментально абсолютно не сходятся. Они даже в каких-то проявлениях враждебны друг другу. Ну, кстати, и классики писали. Тот же самый Чехов, который вот у меня здесь есть его высказывание из записных книжек 1897 года. Вот он пишет: «Такие писатели, как Лесков и Максимов, не могут иметь у нашей критики успеха, так как наши критики почти все евреи, не знающие, чуждые русской коренной жизни, ее духа, ее формы, ее юмора, совершенно непонятного для них и видящие в русском человеке не больше, не меньше, как скучного инородца». У петербургской публики, столица Петербурга тогда была, в большинстве руководимой этими критиками никогда не имел успеха Островский, Гоголь уже не смешит ее. Два вот этих талантливых уникальных народа были в одну упряжку значит, включены. Вот, и вместе строили одно общее дело. То есть они, эти, значит, два народа, два этих течения, они работали на созидание. Хотя могли действовать, ну, сначала они разрушали, естественно, да, ту Россию, которая до них была, царскую. Вот, а потом, естественно, они стали созидать. Созидать, в данном случае, Советский Союз, ту страну, которая, ну, получила название Союз Социалистических Республик. Ну, надо заметить, что все-таки Сталин по либеральной логике должен был просто всех расстрелять сразу, прямо на месте. А ведь, тем не менее, там действительно есть довольно мудрое, ну, по крайней мере, как вы пишете, вот это управление, когда в 40-х годах должен был появиться отдельно Русфильм. Ну, если брать, например, репрессии сталинские, да, вот тут жестокую или жесткую вертикаль, которую он построил, мы должны отметить, что кинематограф практически не пострадал. Вот писатели, например, пострадали. Ну, я имею в виду, пострадали больше, чем кинематографисты. Среди кинорежиссеров вы не назовете практически ни одного известного режиссера, который бы пострадал. Согласие было, ну, консенсус, будем так говорить, был выработан между этими двумя течениями, а мозги-то остались прежние. Естественно, эти мозги пытались вот в свои произведения искусства какие-то идеи, ну, на тот момент крамольные, например, включить. Поэтому, но я говорю, все-таки то, что существовало при жесткой вертикали Сталина, те фиги в кармане, которые закладывал там, ну, например, Довженко, когда «Украину в огне» снимал в 1943 году, и фильм был запрещен, он же тоже вкладывал туда определенные идеи. Какие? Ну, его объединили в национализме, то, что он украинский народ выпячивал в качестве пострадавшего, сильно пострадавшего от войны, хотя это была такая тенденция, что все народы пострадали в равной степени. Потом, кстати, и Евтушенко случится такая же история с Бабьим Яром. Это 62-й год уже, когда его тоже обвинили в том, что почему же вы только евреи впечатаете. В Бабьем Яру не только евреи пострадали. Так, то есть здесь, как бы, советская власть старалась как бы никого не обижать. В итоге это потом выльется, конечно, ну, не в хорошие последствия. Про то, что старались не обижать, меня шокировал тот факт, что когда Данелли принес, опять же из вашей книги пример беру, принес сценарий «Я шагаю по Москве», то есть ему работник Госфильма, да, спросил, то есть точно без фиги в кармане? Он говорит, там, типа, точно, он говорит, прям обещаешь? То есть они понимали, эти знали, что те знают, что эти знают, про то, что те обязательно какую-нибудь, как бы, эту фигу в кармане власти обязательно покажут. И несмотря на весь рисуемый образ там жестких депрессий и вообще ничего никогда не...
это очень мягкая позиция власти по отношению к тем, кто, исходя из того, что они знают, что в те фильмы подкладывают некие фиги в кармане. Смотрите, если брать, вспомнили эту историю, это 62-й год, я шагаю по Москве, если брать этот 62-й год, то смотрите, Григорий Козинцев, один из лидеров, да, еврейского клана из Ленинграда, снимает Гамлета. Поддание тюрьмой подразумевается Советский Союз. У него там эти портреты вот этих вот царей и так далее. Они как членов политбюро. То есть люди, которые были сведущие вот во всем этом деле, не простой зритель. Зрители простого потом доводили до него. Научно-техническая интеллигенция, на которую как раз эти кино, они ее прочитывали все это, и потом, естественно, до простых граждан доводили. То есть вот ему разрешили это кино снимать. Почему? Потому что, я говорю, консенсус был достигнут. Вот. Но фиги в кармане, пожалуйста. Но такие, чтобы это, любимому его на Таганке просто разрешали. Там «Мастера Маргарита», это последний уже, 77-й год. А если брать его «Что делать?», Чернышевского и так далее. Там тоже у него напихано этих фиг в кармане такое количество, что все вот эти люди, которые принимали эти спектакли, они эти фиги прекрасно читали, но они разрешали этим фигам существовать. Более того, Михаил Ром снял обыкновенный фашизм, который в кругах либеральной интеллигенции назывался уже тогда обыкновенный социализм. То есть он сравнивал советскую систему сталинскую и гитлеровскую, причем иносказательно сравнивал, потому что до этого Василий Гроссман в своем романе «Жизнь и судьба» в открытую об этом написал. Этот роман изъяли, спрятали, и Суслов ему сказал, только через 200 лет это все появится. Поэтому, естественно, в прямом виде это не разрешалось говорить никому. В печатном слове. Но в кино, и иносказательном виде Ром снимал, и его съемочная группа прекрасно знала, что там за этим стоит. И смеялись над властью. А власть разрешала. Более того, его на Ленинскую премию выдвинули. Правда, потом державники постарались, чтобы это дело как бы, задвинуть, и его, естественно, лауреаты не включили. Но смысл в том, что власть разрешала. Власть разрешала играть либеральная интеллигенция. В основном это занималась этими фигами, занималась либеральная интеллигенция. Те же самые державники, охранители, так называемые, они в эти фигушки не играли. Нет ни одного фильма. Ну, я имею в виду, вот возьмите любого там, Даженко тот же самый, ну, я имею в виду уже 50-х годов, или там Пудовкина, или Юрий Озера, Сергея Бондарчука того же самого, это уже следующее, так сказать, поколение державников, которые пришли в кинематограф, они не засовывали в свои карманы фиги, понимаете, не строили их. А то получается, как это, получаешь Ленинскую премию, да, вот, как Корней Чуковский, его дневники читаешь, антисоветчина с сплошным потоком, но он утром писал антисоветчину или вечером, а днем ездил в Кремль и получал Ленинскую премию 100 тысяч рублей. То есть, понимаете, вот в этом отношении у державников, конечно, позиция была более честная, чем у либерала. Либерал ненавидел советскую власть, включал какие-то свои фильмы, эти фиги, вот, потом ездил в Кремль, ему, значит, как любимый орден Трудового Красного Знамени, хотели боевого, как этот Кузнецов пошутил, хотели вам боевого, это 77-й год, уже расцвет, ну, это уже расцвет вот этого либерализма. Вот, ему вручались эти все награды, а он приходил в театр, и тебе, ну, так, ребятки, медальку туда, и начинаем дальше, продолжаем. То есть вот эти игры, они рано или поздно должны были закончиться, конечно, крахом. Крахом вот этой системы, потому что либералы, которым как бы вот засунули сначала палец в рот, они потом по локоть руку, по плечо, а потом вместе с головой все это дело и схапали. А вот то противостояние, оно же дошло до какого-то, видимо, жесткого противостояния. Я сейчас про судьбу Шукшина у вас спрошу. Почему? Потому что я вот в этой же студии делал беседу с переводчиком Дубровиным, который на самом деле рассказывал, что он был лично знаком с оператором, который участвовал в тех съемках, когда умер Шукшин. И вот оператор рассказывал ему о том, что вот в этой истории там все не так чисто на самом деле. Он, причем, когда мы готовили беседу, он более откровенно говорил. Здесь вот перед камерой он просто сказал: да, я слышал. То есть, да, такая история типа была, оператор мне говорил. Но я также слышал о том, что там, во-первых, после его смерти был наведен порядок до прихода милиции. То есть они видели уже нереальную картину. Это опять рассказывает, о чем я там слышал, да, и читал. И может ли это быть следствием того самого противостояния, которое происходит? Я же не просто так спросил про КГБ, да, про кураторство фильмов, которые на Западе собирают кассу, которые с фигами в кармане. Это же есть книга, сейчас скажу, Шевякина, «17 шагов измены», по-моему, называется, «КГБ против СССР», где он достаточно хорошо описывает вот этот внутри КГБшный клан, скажем, да, который точно так же работал, по сути, на разрушение страны. И сейчас я, если проецирую это на кинематограф, вот история Шукшина, она насколько? Да, там есть как бы вот такие нюансы, моменты, которые не только вот ваш переводчик, да, упоминает, ну и та же Лидия Федосеева Шукшина, супруга, непосредственно Василий Макарович непосредственно. Тот же Сергей Бондарчук, который признавался Николаю Бурляеву, он пишет это в своих мемуарах. Васю убили, я знаю, и причем я знаю кто. А Сергей
значит, Федорович Бондарчук был достаточно такой вот, ну, номенклатурный деятель, и он с высокими людьми общался. Причем он общался с Семеном Кузьмичем Цвигуном, который курировал его первое объединение на Мосфильме. Это единственное объединение, кстати, продержавное было на Мосфильме. Потом оно «Время» стало называться. Первое творческое объединение. Бондарчук его возглавлял с 1971 года. И, судя по всему, информация, которую вот он говорит, что его убили, исходить могла от Цвигуна. Цвигун как раз был представителем державников в Комитете госбезопасности. Кстати, поэтому, судя по всему, в 1982 году, когда Андропов пошел наверх, он и застрелился вдруг при каких-то странных, загадочных обстоятельствах на своей даче. Цвигун, я имею в виду. Поэтому, судя по всему, информация к Сергею Федоровичу Бондарчуку могла исходить вот оттуда, потому что в этом первом объединении Цвигун экранизировал свои вот эти вот фильмы «Фронт без флангов», «За линией фронта» и так далее. Что можно сказать по поводу смерти Шукшина? Почему вот, эти люди, значит, ну, не подтверждают, как бы, но они все-таки бросают эти фразы, а мы должны теперь это все дело расшифровывать. То есть здесь мы должны вот эту историческую, значит, вот эту ситуацию разглядеть пошире. Что происходило? Это, значит, 2 октября, да, скончался Шукшин 1974 года. Что происходило в этот момент? В 1971 году был съезд, второй, Союз кинематографистов. Это съезд, который застолбил, ну, он еще первый, в 1965 году застолбил консенсус. То есть они собрались после того, как Хрущева сместили, Брежнев, судя по всему, собрал номенклатуру и поставил перед ним задачу. Все, дрязги все прекращаем, внутренне, ну, наружу, как это было при Хрущеве, да, то он в Манеж поехал, то он собрал этих, то он паспорт Евтушенко, Вознесенского пинком из Советского Союза и так далее. То есть все это прекращается, пускай подковерная борьба ведется, но для общей массы населения, вот, должна быть стабильность. Люди должны в газетах не наши дрязги читать или там этих либералов и державников, а хорошие вести о советском кинематографе, о советском театре, об успехах советского спорта и так далее. То есть, судя по всему, в 1965 году вот этот вот разговор был произведен с номенклатурой, она, естественно, проецировала этот разговор на круги творческой интеллигенции, и поэтому им разрешили, вот в 1963 году при Хрущеве не разрешили провести первый учредительный съезд советских кинематографистов, чтобы кинематографисты, а там либералы в основном заведовали, они хотели как бы создать свой съезд и распространять свое либеральное как бы течение на всю страну, на все республики, поставить там своих креатур. Это не разрешили в 1963 году, но в 1965 году, уже в ноябре месяце, им разрешили произвести этот учредительный съезд, вычистив оттуда всех непослушных. Борис Андреев был сталинист ярый, выходил на сцену, говорил, что мы снимаем за кино такое фиговое, блин, которое никакого отношения к действительности не имеет. Имею в виду тоже в своем фильме «Тишина», антисталинской направленности, например, которые все-таки как бы вот, ну, однобоко эту ситуацию рисовали, которая вот в 30-е годы существовала в Советском Союзе. Поэтому его вышибли из секретариата. Послали послушных. Герасимов Сергей послушный, тот же самый Роман Кармен послушный, тот же самый Григорий Чухрай из этого еврейского клана, например, тоже послушный и так далее. То есть вычистили всех, Рому туда не включили в секретариат, потому что он радикал был. Вот. Но кино ему снимать разрешили, радикальное кино. Поэтому консенсус был зафиксирован в 1965 году. В 1971 году он был застолблен. Туда новых ввели деятелей, которые тоже из разряда того, которые были согласны с этим консенсусом. Алексей Баталов от либералов туда вошел, Сергей Бондарчук от державников туда вошел. И все вот в этом консенсусе существовали. Но они-то существовали. Но Шукшин из этого ряда выбивался. Он хоть не входил в секретариат, но он мощно о себе заявлял. Более того, он хотел пробить Степана Разина. Он всем уже там задолбал в Госкино. Более того, из Горького его турнули, киностудии имени Горького, потому что там Сергей Герасимов, Ростоцкий, это их клан, они как бы к себе его пустили, но только до определенного момента. Как только он начал касаться политики, более того, не только политики, а национальной уже какой-то, понимаете, такой вот первоосновы того, что происходит в Советском Союзе, что произошло в России на данный момент. У него есть интересная строчка про то, что грядет эпоха великого наступления мещан. Да, и он в этом в книгах своих писал, в кино об этом снимал, кстати, «Ваш сын и брат» и так далее. И вот как раз вот его желание вот снять кино, под Степаном Разиным поднимались глубинные темы, он собирался поднять. Вот, и он перешел на Мосфильм, к Бондарчуку, вот в первое как раз продержавное объединение. Более того, он уже собирался уходить, вот, снять это кино, это была его мечтой уйти из кинематографа, заняться литературной деятельностью, он уже книги писал, более того, он написал пьесу «Ванька, смотри», которую потом переименовали до «Третьих петухов». А «Ванька, смотри» что такое? Что он подразумевал? «Ванька, смотри, облапошить тебя эти либералы определенной национальности». Это все в его пьесе читалось.
Более того, вторая его пьеса должна была бы касаться золотой молодежи. Как раз тогда вот эта вот проблема тоже в кинематографе. Он видел все это. Я поэтому говорю, великое наступление все эти мещан. Андреи Смирновы, все эти Лима Климовы, это все это сынки их тогда называли. Потом их называли сынки-мажоры и так далее. Все эти Макаревичи, которые тогда там уже в 70-е годы поднимали голову, понимаете, их и папаши всех устраивали во все эти институты престижные. Когда их оттуда выгоняли, и опять папаши их восстанавливали. Для чего восстанавливался? Потому что либеральный клан набирал обороты, силы, как бы вот, и там, более того, на смену одряхлевшим либералам приходили их дети. И эти дети в 85 году, или в 91-м, да, вот это, устроили вот это вот как раз и Сейчас до 85-го года дойдем. Я хотел просто про один еще факт сказать, что смерть Шукшина – это же не единственная смерть на самом деле. Опять возвращаясь к смерти Шукшина, он поднимался как достаточно такой мощный, сильный человек, на который ориентированы были более-менее и союзные республики. В тот же, вспомните историю с Леонидом Быковым, кстати, Леонида Быкова тоже убрали. Так я вам хочу про это сказать, что там Быков, целая цепочка. В 1974 году Леонид Быков, когда шел на первое место его фильма «В бой идут одни старики» на кинофестивале, да, во Фрунзе, он сказал, а там еще «Калина Красная», они как раз вот конкурировали, «Калина Красная» и «Бой на старики». Так он сказал, я отказываюсь в пользу Василия Макаровича Шукшина. Свой фильм снимаю, как бы, пускай он занимает первое место. Не надо нам никаких споров, потому что фильм Шукшина, он важнее для страны, чем мой фильм о войне. Вот. И «Калина Красная» получила как бы вот это приз на этом фестивале. Это как раз перед смертью все было. И как раз люди, которые наблюдали за всем, они видели, что и элиты союзных тоже ориентируются на Шукшина, ну, определенные во всяком случае. Поэтому таких людей, судя по всему, и поставлена была задача убрать, на мой взгляд. Потому что сам, естественно, он бы никак не ушел бы. Как можно было Шукшина убрать, вот, вызвать в кабинет и сказать: Василий Макарович, извините, вы не то делаете. Там, и так. То есть приструнить его было просто невозможно. Человек пошел уже в тот вот, ту систему координат, ну, значимость свою он уже начал понимать. Это все-таки не 65-й год, когда он только начинал там свою деятельность, да, когда он в кирзовых сапогах жил в общежитии без прописки и так далее. Кстати, и Рому, он уже поменял свою точку зрения на это же учитель в Авгике был Ром. Вот, он же кардинально поменял свою точку зрения на Михаила Ильича Рома. Почему? Потому что он понял, какую политику Ром ведет, и понял его масштаб его фигуры. То есть вот в либеральном клане кинематографическом Ром это была влиятельнейшая фигура. Другое дело, он в 1971 году скончался. Потом в 1973 году ушел Козинцев, это лидер либерального клана из Ленинграда. Там как раз оппозиция была очень сильной на Ленфильме. Вот. Они ушли сначала, но они ушли в силу естественных причин. К ним никаких претензий нет, но я имею в виду к смерти. Понял. Подозрений никаких. А вот Кочетов застрелился. Это официальная версия. Застрелился в силу того, что якобы у него была болезнь. Соболев перед этим, а Леонид Соболев, это один из державников в серии писателей, он возглавлял Союз писателей РСФСР. Он в 1971 году тоже застрелился, тоже из-за болезни, понимаете? Потом идет Шукшин. В 1974 году умирает при каких-то странных обстоятельствах, там инфарктный газ якобы кто-то учуял и так далее. Вот эти вот разговоры о том, что какой-то человек терся на теплоходе, какой-то подозрительный человек не съемочной группы терся, а там же в основном киношники все. Кто такой, так и не установили, непонятно было. То есть вот нюансы, вот, если брать, например, смерть Рома и Козинцева, они естественные причины, старость. Вот, и никаких подозрений по поводу того, что кто-то мог с ними расправиться. Да и я не верю, чтобы либералов могли, ну что, там же практически уже они, банкоматы были. Банкометы. Они были банкометы, они уже в 70-е годы практически... И вот, пожалуйста, я вам сейчас... Зачем я буду долго говорить? Вот, когда есть как бы непосредственное свидетельство. Вот письмо Шолохова от марта 1978 года. Март 1978 года. После смерти Шукшина прошло всего-то 4 года. Да? Вот он пишет... Черно по белому, кстати, эти слова можно проецировать и на сегодняшнюю нашу действительность. Леониду Ильичу Брежневу он пишет. Одним из главных объектов идеологического наступления врагов социализма является в настоящее время русская культура, которая представляет историческую основу, главное богатство социалистической культуры нашей страны. То есть они взаимосвязаны были. Одно из другого вытекало. Принижая роль русской культуры в историческом духовном процессе, искажая ее высокие гуманистические принципы, отказывая ей в прогрессивности и творческой самобытности, враги социализма тем самым пытаются опорочить русский народ как главную интернациональную силу советского многонационального государства, показать его духовно немощным, неспособным к интеллектуальному творчеству. Не только пропагандируются идеи духовного вырождения нации, но и усиливаются попытки создать для этого благоприятные условия. Но это только преамбула, потому что нужно было назвать эти силы, которые принижают, да, русский народ. И он особенно яростно, активно ведет атаку на русскую культуру мировой сионизм, как зарубежный, так и внутренний. Что я еще хотел сказать, что мне было любопытно, о том, о чем я у вас в книге прочитал, это позиция Бондарчука, когда он отказался сдавать валюту. Когда вы говорите, что уже нарождался класс,
который позволял себе гораздо больше и хотел это дальше делать. Когда он отказался сдавать валюту от проката иностранного, сказал, чтобы ваши дети ездили в Африку на сафари, то есть это же звучит невероятно. То есть у него действительно такая фраза была, что или действительно ли партноменклатура или золотая молодежь партноменклатуры тогда позволяла себе съездить в Африку на сафари. Ну, да, он такие фразы произносил, даже и более крутые фразы по отношению к людям, и никто не мог дурить, потому что человек был действительно, ну, возьмем того, он же со сталинских времен, 32 года, единственный пример, когда человек в 32 года стал народным артистом Советского Союза благодаря тому, что Сталин, как бы вот за Тараса Шевченко ему это звание присвоил. То есть человек, который, ну, занимал достаточно очень большой пост, не только в кинематографе, вообще в советской культуре, а если брать полностью и в политической жизни, вот, он влиял. Поэтому именно по нему и наносился удар в 1986 году на съезде. Именно в первую очередь по Бондарчуку, потом его преследовали и так далее. Вот. То есть я имею в виду, что хотел сказать, что вот ваша ремарка по поводу того, что внешние события накладывались, конечно, внешние события, внешние политические события, они накладывались на борьбу вот этих вот кланов русского и еврейского. Ближний Восток, это началось еще при Хрущеве в 1957 году, когда мы к Египту повернулись и так далее. Вот. Но тогда Израиль еще другую позицию занимал. Он до 1965 года, говорю, внутри собственного соку варился и не ставил задачу привлечь евреев всего Союза, в данном случае Советского Союза. То есть не ставилась задача перед тем же нативом завлечь как можно больше евреев, даже не в Израиль, потому что большинство не в Израиль поехали, в Соединенные Штаты Америки осели, в Австрии, в ФРГ и так далее. Факт был в том, чтобы представить отъезд евреев из Советского Союза как гонение на евреев. То есть враждебное государство, Советский Союз ведет антисемитскую политику, хотя никакой там антисемизм у нас практически юмористика вся была еврейская, кинематограф 70% евреев, ну и культура. Возьмите тот же самый Большой театр, возьмите любой театр. На Таганке 16 евреев. Самая большая труппа, где больше всего евреев было, это на Таганке 16 евреев, там в штате состояло и так далее. Какой там антисемитизм? Но нативу или там Израилю нужно было представить перед миром то, что в Советском Союзе происходит гонение на евреев. Их преследуют, таких моментов можно было найти. Ну, там, не приняли евреи на какую-то работу или что-то еще. Все, сразу же. Я понял. Сразу интервью и так далее. Поэтому, говорю, внешние факторы, естественно, накладывали на эту борьбу определенную, играли в этой борьбе определенную роль. И эта роль была в основном в пользу либералов-западников. Державники, они всегда были как пасынок. Для советской власти державники, к сожалению, были всегда как пасынки. Почему? Потому что куда они денутся? Они здесь, к русским березкам, как Шукшин. Ничего не поменялось, я вас уверяю. А западники, как же, если мы западников будем обижать, тогда и Запад нас будет, Джексон-веники там и так далее и тому подобное, контрибуции на нас накладывать. Зачем это нам нужно? Мы же тоже элита. Вот, кстати, вот возвращаясь к тому, что Бондарчук отказался деньги свои отдавать, потому что он видел, куда деньги эти уходят. Что партноменклатура жиреет и звереет на этом почве. Ну, жиреет это полбеды, а вот говорят, эти факты, что они себе позволяли на народные деньги, там же не было своих капиталов еще. Не было частной собственности на средства производства. И заработанными они быть не могли, но уже тогда они себе позволяли съездить в Африку на сафари. Я знаю о том, что в союзных республиках дети партноменклатуры регулярно отдыхали на Западе, на курортах. Это оформлялось по-разному. Это оформлялось как научные поездки, командировки, еще что-то, но отдыхать они ездили. Естественно, что если это было в 70-х годах, к 80-м, но они просто очень хотели это легализовать. Вот так им, я думаю, надоело. Единственное, что им нужно было, это поставить своего человека у власти. И такой человек поставлен был Горбачев. Да-да-да. Его путь начался с 1978 года, как раз вот с того самого момента, когда это письмо появилось. Через несколько месяцев Горбачев кандидатом в члены Политбюро, через год уже он стал членом Политбюро, вот, завалил продовольственную программу, а его дальше сунули потом, ну и так далее. В общем, вся его история известна. Вся его история известна. И поэтому, когда Горбачев пришел к власти, заметьте, они пришли к власти. Что они первым сделали? Нужно было, во-первых, обрушить цены на нефть. То есть, в первую очередь, надо было уделить внимание бюджету. Что они делают? Горбачев и его команда. Они обрушили первую статью государственного бюджета дохода, это алкоголь. Антиалкогольный указ рухнул. Это 1986 год. И в мае месяце проводит съезд кинематографистов.
На втором месте по этим, значит, прибыли шел кинематограф. Его тоже надо было... После алкоголя на Конечно, втором месте? конечно. А какие обороты там у него? Ну, если один фильм смотрели 87 миллионов, тот же самый «Экипаж», тот же самый, представьте себе, если эти фильмы там миллиардные, 4 миллиарда приносил доход в лучшие годы, 2 миллиарда в худшие годы. Полновесных советских рублей, советский кинематограф приходил. Для того, чтобы рухнуло, ну, хорошо, с дурости ты антиалкогольную кампанию провел, рухнул у тебя, но зачем вторую-то отрасль рушить? Для чего? Если мы становимся на позицию либералов, да, и говорим, что они не хотели этого, сама система рухнула. Ну ведь решение это принимали люди, тот же самый Горбачев, они сначала обрушили алкоголь, бац, это после того, как нам еще 10 миллиардов мы потеряли от нефтяных этих доходов, так? Потом они следующим почему-то рушат кинопрокат советский, приводят к власти этих либералов, которые рушат этот кинопрокат своими этими фильмами, которые заполонили страну в конце 80-х годов. То есть они вторую, значит, статью дохода тоже рушат. Это тоже, либо они дураки были, тогда надо и признаться либералам. Стоял во главе дурак. И все они дураки. Но они же так не говорят. Они говорят, они хотели, они там что-то, какие-то там телодвижения делали, чтобы спасти эту страну. На самом деле они не дураками были. Эти люди прожженные антисоветчики. На тот момент они уже были прожженные антисоветчики. В том смысле, что ту систему, в которой они вращались, которая подняла их наверх, тот же Яковлев признается в этом, они ее уже ненавидели. Народ на них, это быдло для них было. На них народ никакого значения не имел. Референдумы какие-то проводятся там, все за сохранение Советского Союза. Кто послушал советский народ? А потом, говорят, народ не выходил на улицы, когда рушили эту систему. Это же ложь. Народ вышел на референдум, проголосовал демократическим путем. Они взяли это все дело, разрушили. Поехали в Беловежскую пущу, разрушили. Но сначала началось это все с кинематографа. Почему? Массовое искусство. Обработка сознания. Я хотел одну